Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Продолжаем рубрику «Редкие и дорогие монеты России». И в этом обзоре, друзья, мы с вами рассмотрим 3 редких варианта монет номиналом 5 копеек. Открывает наш обзор первая монета 5 копеек 1997 года. Уважаемые зрители, одна из разновидностей 5 копеек, выпущенная в 1997 году на Санкт-Петербургском монетном дворе, может стоить около 1000 рублей. В чем же особенность такого варианта 5 копеек? Дело в том, что из-за больших тиражей монет рабочие штемпели, используемые для чеканки, быстро приходят в негодность. Для их изготовления используется маточник, штамп, идентичный изображению самой монеты, в то время как рисунок на штемпеле получается зеркальным. Масштаб изображения незначительно увеличивается с каждым последующим циклом переводки негатив-позитив, штемпель-маточник. Чем больше таких циклов переводки было осуществлено для получения конечного рабочего штемпеля, тем больше масштаб изображения. При этом четкость изображения уменьшается, она становится более размытой. Небольшое количество 5-копеечных монет в 1997 году было отчеканено как раз подобным штемпелем, полученным в результате многих циклов переводки негатив-позитив. Чтобы найти нечасто встречающуюся разновидность, необходимо обратить внимание на боковой завиток и на бутон, расположенный в левой нижней части реверса монеты. У редкого варианта 5 копеек боковой завиток плотно примыкает к канту, а нижний бутон из-за общей меньшей четкости изображения не имеет окантовки. В то время как для часто встречающейся разновидности характерно, что боковой завиток не касается канта, а нижний бутон имеет заметную окантовку. Редкий вариант 5 копеек Санкт-Петербурга 1997 года в хорошей сохранности оценивается нумизматами в 1000 рублей. Продолжает наш обзор 5 копеек 1998 года. При изготовлении 5 копеек 1998 года произошла очень редкая технологическая ошибка, которая привела к появлению весьма своеобразной и интересной монеты, имеющей 2 лицевых стороны с изображением Святого Георгия, но зато без обозначения номинала. Ошибку быстро обнаружили и устранили, и почти вся партия неправильных монет была отправлена на переплавку. Однако часть монет каким-то образом попала в обычный денежный оборот. Как же такое случается? Друзья, перед началом работы оборудования на монетном дворе штемпели аверса и реверса в чеканочный пресс устанавливается вручную. Если вдруг в процесс подготовки вмешается человеческий фактор, то возможны самые различные ситуации. Например, могут быть установлены штемпели только одной из сторон. Видимо, что-то подобное произошло и в 1998 году при изготовлении 5 копеек на Санкт-Петербургском монетном дворе. В итоге в обычном денежном обороте коллекционерами было обнаружено несколько таких монет 5 копеек с изображением Георгия Победоносца на обеих сторонах. Нумизматы называют такую разновидность брака перепутка аверс-аверс. Стоит отметить, что в среде коллекционеров отношение к подобным перепуткам неоднозначное. Некоторые из них считают такие ошибки браки заказными, изготавливаемые специально для обмана коллекционеров. И в большинстве случаев они правы. Начиная с 2008 года такие заказухи с московским монетным двором пошли потоком. Но до этого времени, в период 1997 по 2007, пока на монетном дворе еще был порядок, подобные перепутки были исключительной редкостью. Например, таких 5 копеек 1998 года известно не более чем 10 штук. Поэтому на аукционах цены на подобные монеты могут достигать 100 тысяч рублей. И это не предел. Ведь в случае особо горячих торгов цены на такие редкости могут взлететь буквально до небес. Уважаемые зрители,
Завершает наш обзор уникальная в своем роде монета номиналом 5 копеек 1999 года, которая была найдена в обычном денежном обороте, и цена на нее достигает 500 тысяч рублей. Глупости. Быть такого не может. Наверняка это очередная подделка. Неужели кто-то готов заплатить за простую монету более чем 500 000 рублей? Возможно, подобные мысли могут прийти вам в голову после того, что я сказал. Что ж, такая монета действительно существует, и она подлинная. Друзья, давайте обо всем по порядку. Посмотрите на реверс с номиналом. Совершенно обычная монета, каких каждый из нас видел тысячи за свою жизнь. Заметно, что этот пятикопеечник долго находился в обороте. Видны следы долгой эксплуатации, о чем свидетельствуют многочисленные мелкие царапины, пятна и тому подобное. В общем, ничего не говорит о том, что монета уникальна. А теперь посмотрите на аверс. И снова, на первый взгляд, совершенно ничего необычного. Но все же есть одна деталь, а именно обратите внимание на год. 1999. Вот это очень необычно. Все дело в том, что в среде нумизматов все были уверены, что не существует пятикопеечников с такой датой. Ни в одном специализированном каталоге не было подобной информации. Пока почти 15 лет спустя после выпуска, в сентябре 2013 года, один внимательный коллекционер не обнаружил 5 копеек с датой 1999. По его словам, родственница собирала пятикопеечники и, узнав об увлечении, принесла ему монеты для анализа. Перебрав около 9 килограмм, а это, кстати, около 3500 штук, он нашел такую необычную монету. Для того, чтобы убедиться в подлинности, специалистами-нумизматами был проведен разносторонний тщательный анализ этих 5 копеек. И было установлено, что это не подделка. В случае, как и с большинством других уникальных монет, точную коллекционную стоимость назвать трудно. Но цена такой монеты, по оценкам экспертов, может быть более чем 500 тысяч рублей. Следует отметить, что коллекционерам известен и другой вид раритетов 1999 года, также найденный в обычном денежном обороте, а именно монета номиналом 5 рублей и тоже ориентировочная стоимость более 500 тысяч рублей. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.